Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп поливов растений на декабрь месяц 2021 года. Время московское. Авторы канала проживают в городе Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. Но мы все свои планы, все агрогороскопы составляем по московскому времени. Это очень удобно. Любому жителю любого региона или страны с помощью Гугла определить время своей страны, территории, там, где вы находитесь. Итак, поехали. 1 декабря уже позади. Утром нельзя было только поливать, а уже после обеда очень хорошо идут поливы. Растения очень напитывается хорошо водичкой. Это время стихии воды, время Скорпиона. И сегодня 2 все сутки можно поливать, и будет польза от этой воды. А 3 постарайтесь до 13 часов завершить поливы. Следующий знак Стрелец. Плюс очень хорошо, что Стрелец выпал на время новолуния и солнечного затмения. Это время, когда растения практически не пьют воду, несмотря на то, что новолуние или солнечное затмение, в знаке стихии огня растения выполняют совсем другие задачи. И поэтому, даже если вы будете поливать, это бесполезно. Сколько раз провожу эксперименты, в это время почва становится как пластилин. Ну, если действительно один торф, то пропускается водичка, но растения в это время не пьют воду. Поэтому смотрите, 3 после 15 часов, 4 когда будет новолуние и солнечное затмение все сутки, все 24 часа, и 5 до 14 часов не поливайте. Это бесполезно. Я уже пишу нейтральный период. А затем после 14 часов 32 минут начинаются энергии Козерога. Это уже и растущая луна потихонечку. Завершается период Гекаты. И даже в Гекату растения начинают пить воду. Тем более, что Козерог – это время стихии Земли и это время корня. Поэтому в Козероге после обеда, вот 5 6 все 24 часа и 7 обратите внимание, у нас всегда переход из знака в знак идет 6 часов, но самое-самое это 3 часа, это время, когда еще не наступили энергии следующего знака, ну и эти еще немножечко работают. Поэтому 7 постарайтесь, вот отнимите от 14:50, отнимите 3 часа. Вот до этого времени, это у нас будет где-то до 12 часов, до 11 нужно провести поливы растений для того, чтобы вот этот период опасного времени для поливов в знаке Водолей, это знак стихии воздуха, в это время растения заняты дыханием, чтобы вот этот период хорошо пройти. Итак, 7 после 14 часов 50 минут не поливаем, заранее поливаем. 8 вообще никаких поливов, это уже чистая энергия Водолея. И 9 вот здесь очень интересно распределяться энергии двух стихий. Стихия воздуха, это будет с 0 часов и до 17 часов. Затем будут уже начинать работать энергии стихии воды. Они чуть-чуть предварительно будут до 17 часов уже начинать работать. Но не надо пробовать это, доводить поливы именно до границы вот этой. Лучше уже после 17 часов можно начинать поливать растения. Это знак стихии воды, рыбы. 9 вечером, 10 все 24 часа и 11 все 24 часа можно поливать. Потому что следующий знак это Овен, знак стихии огня. И он начинается, смотрите, с 0 часов 47 минут. Итак, 12, 13 и 14 не поливаем до 11 часов. Это время стихии огня. Называем этот период нейтральный. Зато начинается вот этот период очень хороший для подкормки и для поливов. Никогда не проводим подкормки без полива. Сначала полив, а потом добавляем подкормочку, питательные вещества, нужные для растений.
Это сейчас очень актуально для тех, кто занимается комнатными растениями, а также для жителей теплых стран. Итак, можно поливать и подкормочки давать 14 уже после 11 часов дня, 15 все 24 часа и 16 завершите все работы с поливом и с подкормочками до 20 часов, чтобы у нас было время для того, чтобы растения приняли вот эти все питательные вещества, водичку, напились, и уже в близнецах, видите, переход будет в знак близнецы 23 часа 44 минуты, и затем уже близнецы будут полностью знак стихии воздуха править балом, поэтому в это время нельзя поливать. Что происходит? При поливе начинают гнить растения, корни гниют, а потом само растение болеет и погибает. Уже многие с нами, кто работает уже много лет, они знают прекрасно, что именно так и происходит с растениями. Поэтому 17, 18 и 19 до 12 часов не поливаем. Ну а лучше уже с 13 часов 19 можно уже основательно поливать свои растения. 20 все 24 часа и 21 тоже все 24 часа мы поливаем растения. Здесь, кстати, можно и подкормочку, но лучше всего подкормка идет во время стихии земли, когда очень хорошо через корни идет подкормка. Сейчас у нас время, в основном все растения находятся в помещении, и, естественно, в это время только под корешок мы поливаем в жидком состоянии удобрения. И еще раз хочу напомнить, что в это время все поливы проводятся полностью, но не часто. А вот с подкормками, пожалуйста, будьте внимательны, все время 50% от того, что предлагается по инструкции данного удобрения. 22 уже в час ночи, 22 минуты, уже энергии льва будут ощущаться. Это уже будет 22, 23 стихия огня и лев, и 24 тоже лев. Эти энергии будут работать до 11 часов. А вот уже дева с 11:25, вот это момент, когда уже и поливы, и подкормки. Напоминаю, подкормки 50%. И это можно будет делать 24 после 11 часов, 25 все 24 часа и 26 постарайтесь, вот снова переход, всегда после знака корня идет знак стихии воздуха. Это время цветов, их так называют. И поэтому будьте добры, постарайтесь за 3 часа вот это время, продуктивное время, использовать вот это переходное, его можно вот за 3 часа завершить. То есть 19 отнимайте все время 3 часа, и вы будете иметь время, которое можно поливать. Но лучше сделать это даже пораньше, потому что сейчас физиологические процессы растений проходят более медленно, чем в летний период. Вечером в 19:25 стихия воздуха в весах, Луна будет находиться, и здесь же будет находиться 27, 28, 20 по 24 часа. В это время мы не поливаем растения. Идем дальше. Вот это хороший период. Дальше уже, видите, как перерывы какие-то, вот как все спланировано, как космически все энергии текут в нужное время. Нету вот много чего-то одного очень хорошего, а потом плохое, так называемое. Плохого тоже нету. А вот эти периоды для отдыха всегда они есть. Вот нельзя поливать. Растение в это время занято дыханием. Зато в Скорпионе 29 в 00 часов 17 минут начинается время стихии воды. И будет здесь находиться и 30 Луна в Скорпионе, знак стихии воды. Поливайте на здоровье вашим растениям. Ну и завершится месяц. Завершится 31 в знаке Стрелец. А это знак стихии огня. Поэтому в нейтральный период можете поливать, можете не поливать. Лучше это сделать вот 30-го. Основательно хорошо полить. И
уже 31-го вспушить землю в горшочки для того, чтобы корни дышали вот в это время, нейтральный период, чтобы и в дни стихии огня, и в дни стихии воздуха растения могли дышать. А теперь полностью весь календарь поливов на декабрь месяц 2021 года. Раиса Горяченко, Александр Волик желают вам крепкого здоровья, здоровья вашим растениям. Пусть они будут и здоровы, и вы будете здоровы, и пусть радуют вас своими зелеными листиками, красивыми цветами каждый день. Солнечного вам настроения, всего самого доброго вам. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!